Всем привет и добро пожаловать на мой канал Милана Турист Travel. Сегодня я вас приглашаю с собой, досмотрите это видео до конца. Мы поедем с вами путешествовать на пароме через знаменитую Бока-Которскую бухту. Эта бухта считается одной из самых красивейших в мире, по крайней мере здесь, в Европе. Она всего где-то примерно в самом узком месте 300 метров, и ее соединяет паром. Он соединяет два больших крупных города, это Герцег-Нови и город Тивот. Конечно, где-то в 60-х годах уже нашего столетия, того столетия, да, там есть дорога, которая можно объехать вокруг этой бухты, да, она уже была построена, но все равно этот паром существует, им очень активно пользуются. Во-первых, это удобно, а во-вторых, это, конечно же, очень и очень красиво. Кстати, история этого парома такая, скажем, серьезная, потому что еще в средние века именно по преданию в этом месте бросали цепи, чтобы не пропустить в бухту вражеские корабли. И этим активно пользовались пираты, потому что их не могли словить. Они бросали там специальные цепи и прятались. Об этом будет в следующих роликах. А пока мы поедем к парому. Что еще хочу сказать? Небольшую предысторию. Что еще в конце 19 века, когда были первые паромы и кареты переправлялись на плотах, то даже бедных лошадок их еще тогда не переплавляли на плотах, их даже прицепляли к лодкам, и они своим ходом переплывали вместе в пароме. Вот такие даже есть предания по этому поводу. А так он всегда существовал, и в 20 веке постоянно совершенствовался. Сейчас последняя модернизация была в 2009 году, когда были предоставлены еще большие корабли, которые перевозят даже трейлеры и автобусы. В общем, все увидите сами, а самое главное, красоту этого парома наслаждайтесь. Поехали смотреть. Итак, давайте смотреть на эту красоту Бока-Которской бухты. Конечно, здесь очень красивое море. Ой, смотрите, какие вот сейчас замечательные корабли, которые переправляют машины, легковые машины, автобусы, грузовые автомобили через эту бухту. Кстати, люди сокращают по этому парому расстояние при переправе где-то 30-40 километров. Конечно, это очень экономит время. Паром идет где-то 10 минут. И, кстати, кто хочет переправиться на пароме, если он без машины, то люди переправляются бесплатно. С людей деньги не берут деньги только с транспортного средства. Конечно же, сейчас это современные корабли, конечно, это сейчас все развито, но когда это все начиналось, это были деревянные переправы, это были плоты. Начало переправы датируется 1898 года. То есть были сначала небольшие плоты, а вот сейчас я еду на таком корабле, смотрю на красоты Черногории, на красоты Адриатического моря и просто отдыхаешь и любуешься красотой этой дивной, замечательной природы. И вот посмотреть на это и окунуться в историю, вы представляете, раньше здесь натягивали цепи, не пускали вражеские турецкие корабли, а в бытности еще прятались пираты, не пускали никого через это. То есть история очень и очень богатая. И когда смотришь на эту переправу, смотришь на эту красоту моря, смотришь на эти горы, то отдыхаешь и любуешься этой красотой. Это, конечно, наверное, самое главное. То есть это не только скажем так, удобство для людей, сокращение их маршрута, но это, конечно же, большая достопримечательность Черногории, это красота, это то, что люди могут посмотреть. Очень много туристических автобусов, кстати, тоже переправляются через паром в сезон. Паромная переправа работает круглый год, и в любое время, когда вы приехали в эту страну, вы, в принципе, можете воспользоваться этой паромной переправой и так же, как я, насладиться и посмотреть на эту Бока-Которскую бухту. Ну что ж, с вас подписка на канал. До следующих видео. До встречи в следующих видео. Всем пока-пока и смотрите дальше. Я вам буду показывать эту замечательную страну.